Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, совет на день. Посмотрим, что же посоветует нам Таро на завтра. Да, я поменяла название. Я просто, исходя из обратной связи моих подписчиков, моих клиентов, поняла, что привязка к дню недели иногда мешает получить ответ, который человек хочет получить. Таким образом, это карта на завтра, это совет на завтра, и, соответственно, в любой день, когда вы откроете это видео, оно будет более для вас актуально, потому что нет привязки к дню недели. Ну что, смотрим, что посоветует нам Таро на завтра. Завтра будьте готовы, будет встреча. Встреча с мужчиной, мужчина старше 45, цвет волос рыжеватый, глаза темные, мужчина резкий. Это он, что хорошо в этом мужчине, он в большинстве случаев говорит то, что он думает, поэтому вы всегда знаете, как он к вам относится и что же, собственно говоря, он от вас хочет. И это не важно, это может касаться работы, карьеры, бизнеса, это может касаться здоровья, и также это может касаться межличностных отношений. Единственное, что он рисковат. Если вы не будете обращать внимание на его резкость, все будет здорово. Особенно для тех, кто узнал кого-то в этом персонаже, вы знаете характер этого человека, поэтому вы и знаете, что внутри этого человека, потому что внутри этот человек готов помочь, готов выслушать и готов что-то для вас сделать. Поэтому очень часто мы, не видя, не понимая внутреннего наполнения человека, мы делаем ложные выводы по поводу характера, по поводу отношения человека. И вот тут может такое произойти, просто по той простой причине, что человек резкий. Ну, опять же, как всегда говорю, это ваш выбор. Смотрим дальше. Будете обсуждать какие-то финансовые проблемы. Вот эта карта еще говорит о том, что вы неправильно смотрите на деньги. Вы по какой-то причине, вы все время видите их недостаток. Нет, даже я не говорю, что у вас уже там какой-то великий достаток, раз эта карта выпала, значит, есть куда стремиться и есть к чему идти, но вот именно ваше отношение к финансам и мешает вам получать достаточное количество финансов. Вы уж простите. Я знаю, я уже слышу, как некоторые говорят, а что я могу делать? Это у меня работа малооплачиваемая, Короче, вы можете найти большое количество вещей, которые вы можете обвинить в недостатке финансов. А вот тут я могу вам точно сказать, послушайте этого мужчину, спросите его и послушайте его, и вы услышите его мнение. Я не говорю, что изменить финансовое состояние можно за один день, но если поменять свое отношение к деньгам, поменять свое отношение к себе и понять, что финансы – это энергия, и излучать изобилие – это самовнушение. Вы уж простите, только вот я вижу у некоторых из вас такие ситуации, что только именно самовнушением, внушением себе. Есть практики на канале, которые могут вам помочь, что присутствуют в вашей жизни и деньги, и изобилие. Вы можете изменить свое внутреннее состояние, и тогда изменится и ваше финансовое положение. Ну а по этой карте еще свет в окошке есть, но смотрите вы в другую сторону. Подумайте об этом.
Опять же, я никому ничего не навязываю, выбор ваш, это ваша жизнь. Я говорю то, что я здесь вижу. Ну и еще одна карта. Ну, вижу, что будет день полон встреч. День будет полон встреч. У меня такое ощущение, что некоторые из вас ищут выход из какой-то ситуации финансовой, в которую вы попали, и вы будете встречаться с людьми для того, чтобы получить финансовую помощь. Вот еще одна встреча, и это женщина старше 45, темный цвет волос, темные глаза, женщина открытая, женщина яркая, женщина, знающая, чего она хочет. По крайней мере, я вижу, что вы будете именно пытаться выйти из каких-то определенных проблем. Больше всего, конечно, по пентаклям я вижу, что это что-то связанное с финансами, но я не могу исключить, потому что это вас много, и у каждого из вас это может быть что-то свое. Не могу исключить, что помощь может понадобиться и в других сферах жизни. Если что-то связанное со здоровьем, я вот вижу здесь встречу с 2 врачами. Самое интересное, что в один день, и один из этих врачей будет платным. Не могу сказать по 5 пентаклей, это не какая-то великая сумма, но все-таки это будет платный врач, особенно в тех странах, где существует платная медицина. Ну а так могу сказать, что день встреч и решения задач. У каждого из вас это может быть своя задача.